Так, господа, начинаем наш ежедневный обзор курса доллар-рубля. Ну, из чего бы я хотел начать, господа? Смотрите, первое. Давайте сравним прогнозы. У меня был 81.50 на эту неделю. Да, у нас сейчас 81.40. Помните, мы смотрели прогноз, который давали вот опрошенные РИА Новости финансовые эксперты. Вот смотрите, курс доллара на следующей неделе упадет на следующей неделе, они на целую неделю брали. До 82 на 1,6 рубль, да, что мы видим сегодня у нас 81,40, да, 80, 60, да, сколько они там, подожди, 82, 82 это практически вот здесь, да, то есть это даже должно было быть с пробоем вот этой коррекции, которую я вам говорил, да, мы тут близко пока к этому не, ну, даже не направились, да. Теперь смотрите дальше. Значит, дальше у нас евро на 88,8. 88,8 это вот где-то вот здесь, да? Тоже пока мы, ну, как бы смотреть мы туда начали, но и пока это значение не достигнуто, да? Ну и давайте посмотрим еще, у нас был юань на 30 копеек на 11,60. На 11,60 это вот здесь мы должны были оказаться. Я так понимаю, они все это закладывают на эту неделю, потому что экспортная выручка должна поступить, да, должна поступить экспортная выручка, и вот они на это надеются. Ну и также смотрите, по нефти мы должны были на 86,60, да, 86,60. Вот давайте прям возьмем пятиминутку. Вот здесь была 86,60, а мы почему-то улетели вниз. Конечно, они поставили себе лак на целую неделю. Это не как я, да. Я тут пытаюсь прогнозировать на каждый день. Они, конечно, за неделю попытаются, так сказать, к этим значениям выйти. Опять же, наверное, рассчитывают на запасы и так далее, и так далее, и так далее. Это я к тому, чтобы вы понимали, насколько непросто все это прогнозировать, да. А на самом деле ситуация была очень простая. Я понимал, например, что этого всего не будет. По той простой причине, потому что доллар, господа, у нас будет расти. Я вас об этом предупреждал. И вот мы, пожалуйста, получаем 102.20. Да? То есть практически возврат на 102.50, как я вам также об этом говорил. Да? Давайте посмотрим на 5 минуточек у нас. И посмотрим, что у нас происходило. Смотрите. С 3 часов ночи начался потихоньку подъем. Потом была коррекция, и в 12 часов начался основной рост. Смотрим на нефть. И что мы видим? Как раз к 12 часам нефть начинает максимально падать. Это ровно тот механизм, про который я вам все время рассказываю. Да? То есть доллар давит на нефть. В связи с этим, соответственно, мы прекрасно понимаем, что и рубль никуда укрепляться не сможет. 81,50, поэтому мы заняли, никуда не пробиваем. Я вам также говорил, что вряд ли будет какое-то укрепление по рублю. Давайте опять вернемся в наш телеграм-канал, и я вам покажу очень интересную информацию, которая на самом деле поступила у нас уже сегодня. Во-первых, я вам сейчас, смотрите, сразу тогда в самый низ катаемся, да, и я вам сразу расскажу по поводу вот этого механизма, да, который только что я вам показал доллар-рубль, да, вернее, нефть и доллар. Вот смотрите, вот эта статья была, да, я вот здесь прямо написал, что 2021 года, декабря она была. В этом году, это в 2021 году было, курс евро и других валют в значительной степени упал из-за энергетического шока. Это то, что я вам говорил по поводу нефти, да, когда нефть резко взлетела. Вспоминаем, это 2021 год. Последовавшего за вторжением России в Украину, что вынудило некоторые страны увеличить расходы на импортное топливо и затормозил экономический рост. К вопросу рецессии. Да. Улучшения на этом фронте могут ослабить давление на эти валюты, что равносильно ослаблению долларовой части бухгалтерской книги. Также, конечно, наступит время, когда повышение процентных ставок Америки в США начнет тормозить экономический рост. К вопросу, как рецессия может, соответственно, привести к ослаблению доллара, ну и, соответственно, падению цен на нефть. Да? Это первый момент. Второй момент, смотрите. По поводу доллара, опять же, да. Так, смотрите. Сейчас я вам покажу. Так, это у нас по поводу отчетов.
Ну вот, кстати, смотрите, что Елен нам сказала, да. Отдельно США министр финансов Джанет Йеллен сказала во время интервью, что более жесткие стандарты кредитования, вот это, кстати, важный тоже момент, это мы потом разберем дальше, да, после недавних банкротств банка могут заменить дальнейшее повышение ставок. На этой неделе запланировано выступление 8 представителей ФРС, и рыночные стратегии ждут, согласятся ли они все с этим. Это о чем разговор? Это говорит о том, что вероятность повышения ставок начинает постепенно типа замедляться, а вместо этого придут типа жесткие стандарты кредитования. Но это мы уже будем разбирать с вами позже, да? Теперь смотрите еще раз, что касается доллара-рубля, да? Другие правительства также стали громче заявлять о необходимости противодействия тому, что они считают превращением доллара в оружие, в том числе посредством санкций США против России за войну на Украине, и создавать альтернативные недолларовые валютные механизмы. Тем не менее, относительно медленное развитие недолларовых платежных структур побудило некоторых представителей традиционных экономических кругов заявить, что еще слишком рано предсказывать кончину доллара. Леке тоже признал это, сказав: «Я думаю, что в краткосрочной перспективе доллар продолжит доминировать в мировой торговле». Это вот к вопросу, когда вы задаете насчет пора ли избавляться от долларов. Нет, пора, пока не пора. Я вам об этом говорил неоднократно, что доллар пока еще будет продолжать, как говорится, воздействовать, скажем так, максимально, сколько он может, и пытаться сохранить свою вот эту гегемонию, да. Теперь смотрите еще какой момент. Значит, так, не здесь. Так. Вот смотрите. Мировое господство доллара может оказаться под угрозой из-за того, что США вводят санкции против таких стран, как Россия, пишет Business Insider, со ссылкой на главу американского Минфина Джанет Йеллен. Да? Вот смотрите, что она говорит. Вот здесь она, как говорится, сбрасывает все маски, да, и говорит в открытую, ровно тот механизм, про который я вам постоянно показываю. Да? Когда мы применяем финансовые санкции, которые связаны с ролью доллара, существует риск, что со временем его гегемония будет подорвана, заявила чиновница в интервью CNN. При этом она назвала доллар очень эффективным инструментом, который Соединенные Штаты используют разумно. Йеллен также отметила, что у России, Китая и Ирана есть желание найти ему альтернативу к вопросу как раз дедолларизация. Однако воссоздать систему, которая была бы также поддерживала доллара, будет сложно. Вот они как бы уверены, что доллар никуда не денется. И вот про это я вам как раз и рассказываю постоянно, что доллар используется как оружие. Как оружие, которое используется против всех реально настоящих рынков, рыночной системы, что все это абсолютно полное фуфло, когда нам говорили про свободные рынки. Не существует никаких свободных рынков. Все идет управление через доллар. Да? И так как мы понимаем, что прекрасно ситуация, соответственно, с долларом будет пока продолжаться, то есть мы не можем говорить о том, что все, доллар как бы сейчас перестанет вообще существовать, как там многие пишут, да, все, конец доллару, 30 рублей и все такое, то в связи с этим, естественно, доллар будет максимально демонстрировать попытки своего, как говорится, могущества, пока оно еще каким-то образом остается. Вот в связи с этим, господа, я вам и говорил, что будет продолжение укрепления, потому что они этот механизм будут использовать по полной программе. Также я вас предупреждал, что как только нефть начнет пытаться брать 88, сразу будет обязательно на нее давление. И вот мы увидели, заранее доллар начал расти. Как мы помним, сегодня, господа, у нас с вами на самом деле очень мало было событий. Смотрите, выступление председателя ЕЦБ Маккола, да, представителя, простите, выступление члена наблюдательного совета ЕЦБ Тоуминина, да, индекс производственной активности, да, США. И все, в принципе, еще вот, вот, кстати, еще председатель ЕЦБ Лагард тоже выступил с речью. Но там все можно подвести все одной чертой, что разговоры идут о возможном все-таки продолжении, как говорится, усугубления по ставкам, возможном все-таки подъема продолжения и, соответственно, борьбы с инфляцией. Но это было абсолютно очевидно, это было абсолютно ожидаемо, поэтому никаких сюрпризов здесь нету. И, как я уже говорил, сегодняшний день
в принципе, он был абсолютно пустой. Единственное, что мы как бы вот еще могли последить за размещениями облигаций, да, то есть потому что вот здесь были как раз аукционы по размещению 3 и 6-месячных казначейских векселей, да, и вот тут как бы могли тоже моменты быть связаны с тем, что либо индекс доллара должен был немножко ослабнуть, либо, соответственно, начал укрепляться. Ну, смотрите, в принципе, аукционы прошли неплохо. Но обратите внимание, насколько сегодня укрепляются облигации. Смотрите, 4,19 это двухлетки. 3,59 это десятилетки. То есть все намекает на продолжение роста доллара. О чем я вам, в принципе, и говорил, что никакого ослабления по нему не будет. И вот этот процесс давления цен на нефть, он опять возобновился. Также вас предупреждал, что при этой ситуации, вот смотрите, кстати, пожалуйста, в 11 часов доллар-рубль у нас произошло вот здесь какая-то интервенция. После 12 часов резко пошел рост. То есть здесь, скорее всего, возможно, росла у нас нефть, пока она у нас росла, да? Где у нас тут был момент как раз с 4 часов, вот, простите, с 8 утра. Мы вначале немножко усилились по доллару, ну, потому что он рос, мы помним, вот если мы посмотрим вот здесь, вот он у нас поднимался. А потом нефть у нас тоже стояла на максимальных значениях в районе 86. И в этот момент у нас как раз, началась потихонечку коррекция. А вот к 12 часам, да, вот смотрите, обратите внимание, именно с 12 часов уже пошел рост доллара. Вот он, с 12 часов, вот он пошел расти. Ну и, соответственно, мы тоже увидели сразу при этой ситуации постепенное восстановление по курсу, да. Но, обратите внимание, сильного резкого взлета не произошло. То есть, курс имел какую-то все-таки стабилизационную ситуацию. То есть, здесь все-таки не произошло резкого восстановления на 82, 82.50, о чем я вам и говорил. Вот здесь даже, возможно, какие-то были интервенции. Вполне вероятно. То есть курс все-таки 82, 82.50 стараются удержать. И сейчас мы, кстати, к этому вопросу тоже, господа, с вами вернемся. Теперь смотрите дальше. Также в телеграм-канале. Значит, смотрите, вот это важный момент. Именно вот это. Смотрите. Банк России не ставит перед собой задачу достичь целевого уровня инфляции в 4%. Любой ценой, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией «Новые люди» в Госдуме. Мы сейчас не стремимся загнать любой ценой инфляцию к цели 4%. Это важно, господа, я вам сейчас объясню почему. Набиуллина напомнил, что в 2023 году ЦБ Российской Федерации ожидает инфляцию на уровне 5,7%, а с 2024 года 4%. Ранее глава ЦБ указывал, что годовая инфляция в России в марте 2023 года опустилась ниже 4%, а в апреле, вероятно, снизится еще больше. Значит, смотрите, господа, что эта информация говорит конкретно мне. Вот, казалось бы, вроде просто статистические данные, да? Но смотрите, вот если правильно выцепить эту информацию, смотрите, здесь самый главный момент прозвучал. Банк России не ставит перед собой задачу. О чем это говорит? Помните, мы с вами рассуждали о том, что какие приоритеты у Центробанка? Сдерживать инфляцию или наполнять бюджет? И мы с вами все время говорили, что сдерживать инфляцию для Центробанка все-таки является основой основ, потому что, ну, понятно, может возникнуть социальный взрыв и так далее, да. То есть, естественно, никого, как говорится, в государстве население не порадует, если будет инфляция разгоняться, при этом еще и курс будет расти, да, то, соответственно, это может привести к, естественно, недовольству и так далее. Ну, то, что, собственно говоря, как говорится, замышлялось изначально, когда вся эта ситуация с СВО началась и пытались надавить на Россию, да. Значит, теперь что получается? Мы услышали из ее уст следующее. Инфляция на 4% им абсолютно не принципиально. То есть приоритеты поменялись. Если до этого была задача все-таки инфляцию снижать, то сейчас получается, даже если инфляция будет чуть повышена, не так это страшно. И в приоритете получается все-таки, значит, наполняемость бюджета. В связи с этим мы опять получаем с вами сигнал на ослабление рубля. Опять на ослабление рубля. То, о чем я вам говорил до этого неоднократно. Теперь смотрите еще какой момент. Мы выстроили систему шлюзов между нашими платежными системами для того, чтобы мы могли оплачивать
Не во всех странах это работает, но мы будем продолжать. Зависит не только от нас, но и от наших партнеров. Тем не менее, такие возможности будут появляться, в том числе мы с Турцией сейчас активно работаем, сказал глава ЦБ. Но не перестаем, а настаивать на том, чтобы карту МИР принимали, ну, как говорится, везде, да. В общем, короче говоря, смысл какой? То, что постепенно, как я уже говорил, государство пытается адаптироваться к тем условиям, которые возникли, да. Вот, например, вот эти сигналы, я считаю, хороши для банковского сектора, а значит, тоже, в принципе, могут повлиять на определенную поддержку рубля, но, как мы уже увидели, это будет сейчас не самое главное. Еще один момент, смотрите, господа, тоже был непосредственно, тоже сегодня прошла вот эта информация, значит, смотрите, сейчас. Ну вот тоже, кстати, очередные у нас аналитики. Сейчас значимых причин для развития фазы ослабления рубля и уверенного закрепления доллара, то как бы одновременно, да, на текущих или более высоких уровнях нет, считает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. Мы с вами уже неоднократно читали его тоже всякие аналитику, да. В целом настроены увидеть в течение недели по мере приближения к пику налогового периода апреля перехода курса доллара к снижению управления в зоне 75-78 рублей. А я вот с этим не согласен, господа. Вот я с этим не согласен. Притом, смотрите, как он пишет аккуратно. К снижению в направлении зоны. То есть он не указывает конкретные цифры. Потому что он прекрасно знает, что его потом разорвут. Скажут, вот ты предсказал. Как у нас всегда там орут, да, ты предсказатель. Вот. А он аккуратненько так, к зоне от 75 до 78, то есть еще и 3 рубля берет. При поддержке и активизации предложений валюты со стороны экспортеров. Ожидание появления понятных рынку правил формирования дополнительного спроса на валюту от выводящих из Российской Федерации валюты нерезидентов. Также сможет способствовать восстановлению позиции рубля. Добавил он. Ну вот я считаю, что он написал хрень. Я в это, честно говоря, не верю. По одной простой причине, потому что я понимаю, что доллар никуда свои позиции не ослабит. Единственное, что если только нефть, конечно, получит, допустим, сильно растущие запасы, вот тогда, может быть, может так произойти, что нефть как бы не пойдет сильно расти, может быть, даже скорректируется, да? И вот тогда индекс доллара может дать слабину на этом, опять же, без поддержки нефти. Может быть, рубль немного укрепится. И то все равно не верю в то, что это будет 75-78. Зона 75-78, смотрите, господа, это вот здесь. 75-78. Это вот сюда он должен прийти. А вообще он пишет направиться к этому диапазону. Ну, короче, бред. Полный бред. Я в это абсолютно не верю. Даже если там будет продажа экспортной выручки, все равно не жду я сильного укрепления. Вот такая, господа, у нас получается аналитика. Между прочим, в тех же, скажем так, банках, да. Так, сейчас посмотрю, еще вот один, по-моему, момент тут был, который я хотел показать, или не был. Нет, наверное, уже не был. Наверное, все остальное, основное я вам сказал. Ну давайте еще вернемся к отчетам. Значит, смотрите, отчетный период, как я уже сказал, он сейчас поддерживает рынок. Но здесь вот как раз начали отчитываться банки. И смотрите, вот, например, Шваба, да, первоначально упали на 3 месяца после того, как компания заявила, что первые 3 месяца в 2023 году потеряла депозиты на сумму 41 миллиардов долларов. Помните, мы с вами говорили по поводу депозитов, и что за этим будут следить. То же самое произошло, например, со State Street. Там тоже получается, что депозиты сократились еще на 4-5 миллиардов долларов во втором квартале. И прежде чем произойдет некоторая стабилизация, и они как бы считают, что еще потеряют 4-5 миллиардов долларов в депозитах. Ну, в общем, это к вопросу о том, что насколько там идет банковский кризис или нет, да. А это говорит о том, что, естественно, при этой ситуации у нас пока рисков, пока по банку нету, то индекс доллара, естественно, также будет продолжать у нас спокойно укрепляться. Вот я к чему, собственно говоря, это все веду. В связи с этим, какой мы делаем дальше, господа, прогноз? Во-первых, завтра у нас будет, да, основные тоже важные события. Это, соответственно, недельные запасы сырой нефти по данным американского института FPI, да, это я вам уже говорил, что все основные события сейчас будут связаны именно с нефтью. Почему, я вам только что тоже рассказал, да. Дальше, смотрите, опять же к нефти. У нас ночью поступят данные по ВВП Китаю, объем промышленного производства в Китае, уровень безработицы в Китае и пресс-конференция Национального банка Китая, да. Это все будет как раз опять иметь значение для цен на нефть. Если у Китая все хорошо, экономика восстанавливаться продолжает, ВВП растет,
соответственно, по поводу ставки вот этой вот, которые они будут... Так, они будут... Или ставка не в этот раз? Так, ставка, по-моему, да, в другой день. В общем, ставка это будет еще впереди. А вот непосредственно пресс-конференция Национального банка, она как бы тоже может дать определенные, скажем так, сигналы. И это тоже может, соответственно, повлиять на непосредственно возможному подъему цен на нефть. И, соответственно, как мы понимаем, дальнейшего попытки подавления, то есть, опять же, укрепления по доллару. Да? Потом смотрите, что у нас идет. Число выданных разрешений на строительство в США, объем строительства новых домов тоже в США, и выступление члена ЕЦБ Элдерсона, сальдо торгового баланса в России, вот это к вопросу о том, что там экспорт и импорт, да, что превалирует, и, соответственно, в этой ситуации тоже может определенным образом отыграться, например, на курсе, но не думаю, что будет сильное какое-то там воздействие, хотя там тот же Центробанк, как обычно, может свои интервенции как-нибудь прикрыть, да. Пока мы видим, что курс стабилизирует в районе 81.50. Как я, в принципе, вам и сказал, почему я вот вам сразу прогноз дал 81.50, именно как уровень коррекции, на который, скорее всего, осевой уровень, на котором будем удерживаться, да. Дальше, смотрите, значит, дальше будет выступление члена ФРС Боумана, это будет важно. Ну и вот, соответственно, то, чего мы прежде всего ждем, это недельные запасы по нефти. Это вот то, что как раз непосредственно ждет нас завтрашний день. Нефть будет в самом конце, там в 23:30, да. До этого момента уже определенная динамика, например, на китайских данных, может начаться. И в связи с этим, как я уже сказал, мы можем вполне начать попытаться укрепляться по доллару. 82-50 это максимум. Все равно. Вот максимальные значения я пока вижу не выше 82-50. Дальше смотрим. Смотрите, по евро. Здесь, соответственно, вот у нас произошла небольшая коррекция, но опять же, не ниже 89. Оно так, скорее всего, и будет. Не верю я, что они уйдут на 88,5. Скорее всего, все-таки отсидят они этот 89. И дальше 90-91. Вот в этом диапазоне будет ходить евро. Ну и, соответственно, юань, да? Здесь тоже картина, скорее всего, уже не ниже 11.90. 11.80, видите, вот мы посещаем, но тут же откупаем. Это Форекс, при том мы смотрим. Смотрите, это Форекс. И, соответственно, пока не выше 12. Вот такие, я думаю, сейчас будут диапазоны. Если смотреть по коррекциям, смотрите, как я уже говорил, да, двухнедельный у нас немножко перестроился по доллару. Нет, в принципе, практически там осталось. Ну, чуть-чуть, 80-60, 80-60. То есть тоже говорит о том, что потихонечку мы подтягиваем вверх, да. По евро. Ну вот мы пока 89.50, да, пытаемся удержать, там 89.44, но это около 89.50. И, соответственно, если будет глубокая коррекция, 88.50, но опять же, я не верю. Я думаю, что все-таки ниже 89 мы, скорее всего, уже не уйдем. И по юаню такая же история, то есть 11.70, это вот более глубокая коррекция, но опять же, пока тоже не верю. Думаю, что, скорее всего, все-таки будет удержание 11.80, как минимум, да. И это все будет связано, опять же, с тем, что, еще раз говорю, укрепление рубля по каким-то факторам сейчас не присутствует. Даже если мы возьмем, допустим, НДПИ, давайте возьмем с вами НДПИ, да, я уже говорил, что 25 числа, по-моему, закрывается у нас реестр, декларация, простите. Так, декабрь, так, оплаты, так, май. Вот он, 25 числа, 25 числа. И 28-го уже конкретно срок уплаты. Поэтому как бы еще тоже время до этого долго, еще неделя. Поэтому, в принципе, я думаю, что, еще раз говорю, поддержки рублю пока оказывать некому. Единственное, что, конечно, там тоже пошла информация по поводу вывода выручки, да, вот этой вот, когда там, например, продают и, соответственно, валюту пытаются вывести. Там сейчас Центробанк тоже задумался о том, чтобы этот процесс регулировать, потому что все-таки это дало определенные моменты для спекуляций, да, разгоняли курс, поэтому здесь тоже может подключиться на самом деле процесс определенного регулирования, да, например, в рамках там бюджетного правила и так далее. Но еще раз напоминаю, что сигналы мы получили, да, от Набиуллиной, что все-таки инфляция у нас не в центре внимания, а все-таки наполняемость больше бюджета. Поэтому будем на это ориентироваться, а в связи с этим, соответственно, опять же, рубль пока не получает никакой поддержки. На этом, господа, я, наверное, и закончу. Напоминаю вам еще раз, что те, кто интересуется не только курсом доллара-рубля, а вообще финансовым рынком, подписывайтесь на наш телеграм-канал Trader Club, анализ акций. Также напоминаю, что, естественно, каждый день будем снимать
ну, я имею в виду вот эти все события, будем рассматривать, как они непосредственно каждый день будут меняться с точки зрения на курсе, да, и, как говорится, отражаться. И, между прочим, еще раз напоминаю, что эту неделю прежде всего будем фокусироваться на данных по нефти, по запасам, да, и, соответственно, по инфляции. Но инфляция у нас только по еврозоне будет, по Америке у нас не будет, имейте в виду. Кстати, ситуация с геополитикой тоже накаляется. Надо тоже учитывать, что вокруг Тайваня начинают сгущаться тучи. Тем более там наши стали проводить, собственно говоря, учения, да, показав четко, что они могут прикрыть Китай. А это, соответственно, тоже определенным образом может привести к определенной эскалации, которая, соответственно, тоже может оказаться на курсе. Да, и, кстати, не забываем про пакет, да, пакет санкционный. Он тоже пока еще не задействован, поэтому по нему тоже информации пока нету, поэтому, естественно, это тоже определенный сдерживающий фактор, об этом тоже забывать не стоит. Ну и, соответственно, в пятницу тогда подведем итоги всей недели, а в воскресенье сделаем уже новый календарь на следующей неделе. На этом, господа, я заканчиваю, подписывайтесь и будьте в курсе.